А мне кажется, я вообще нерациональна. То есть только мы решаем, хочу или не хочу. То есть, боже, какая хорошая. Жизнь так ко мне несправедлива. Никогда не понимала, кто я. Точно выдала после этого интервью богаче. После проигрыша нужно обязательно плакать и расстраиваться. Ну, естественно, ребят, только так и может быть. Где я, там победа. Где я, там успех. Нет предела совершенства. Говорю вам сегодня до свидания. Привет. Привет. Хотел поговорить с тобой про мотивацию, про психологию и про характер. Вопрос вот первый такой. Как вернуться в эту рутину? Вернее, для чего тебе это нужно? Вот, наверное, нужно поставить вопрос правильно. Если ты хочешь вернуть форму, то это нужно просто заставить себя сделать первый шаг. Так все начинается в жизни со слова «хочу». Я хочу, беру и делаю. То есть нужно поставить вопрос, для чего тебе это надо. И когда твой ответ возникает, ну, это уже легко принять решение. Ты берешь и делаешь. Ты всегда была такой рациональной? А мне кажется, я вообще нерациональна. Ну ты сейчас так четко все по полочкам разложила. Если А плюс Б, то будет С. Наверное, это просто исходя из моего опыта, я уже могу многое объяснить. То есть я задаю себе много вопросов по жизни, и поэтому могу на них ответить. А всегда делаю, исходя не от головы, а от сердца, от души. То есть для меня это мое такое кредо, то, чему я следую. Нужно слушать себя. Все начинается от личностных желаний, личных ощущений, ошибок или побед внутренних. Но только я знаю, что делать меня счастливой. Только я знаю, какой набор качеств, ситуаций, чувств приведет меня к успеху или к провалу. В моем ощущении, что на каждом этапе вот разные драйверы такие внутренние. Как у тебя это было вот между твоим вот «хочу» и «делаю»? 100% так и есть. Есть разные периоды в жизни. Я вспоминаю свою молодость активную, свой начальный путь в спорте, когда нет никаких сомнений в голове. Нет ответственности той, которая сейчас, наверное, на меня больше возлагается. Есть легкость, есть желание и есть действие. А потом случаются первые ошибки, случаются первые неудачи. И то, как ты это воспринимаешь, тоже зависит от многих-многих факторов. Как ты это все перевариваешь, от того, как ты был воспитан, от того, какое твое окружение, твой личный набор качеств. То есть такой вопрос большой, широкий для меня. И каждый этап, он, естественно, чем-то объясняется. Мой личный путь проходил, повторюсь, в свободе, в любви, в сумасшедшей любви к волейболу. После этого случились мои первые неудачи, первые вопросы к себе, к жизни. И, конечно, пришло время для осознания. И вот тогда человек начинает трансформироваться. Человек, опять же, принимает решение, он хочет идти в эту трансформацию или нет. И тогда случаются и первые разочарования, и первые победы личностные, откровения. Можно же было по-другому, а можно же было иначе, можно было не переживать. Точно, это поражение или этот неприятный случай пришел в мою жизнь для чего-то. И вот эти трансформации ведут тебя вперед, формируют тебя как личность. И как раз складываются эти периоды. 30 – это новые 20. 100% поддерживаю. 34 – это лучше, чем 25. Я даже дополню, говоря, есть такое, поверишь, что сравнение мне очень понравилось, что в 20 лет это как будто ты играешь в компьютерную игру, но тебе не выдали инструкцию. А в 30 лет ты продолжаешь играть в нее же, но уже знаешь правила. 100%. 100% поддерживаю. Я каждый раз, оглядываясь назад, думаю, почему я не имела эти же ощущения, эти мозги в свои 20 лет. Я бы добилась намного большего. Но мы это можем легко объяснить. Потому что мы должны пройти этот путь. Вот в твоей жизни были такие случаи, когда кто-то сказал, были какие-то внешние ограничения, которые ломали твое представление, как должно быть, и тебе приходилось делать выбор, не идти туда, куда ты хочешь? Очень много раз. И вообще вся жизнь наша, мне кажется, о выборе. То есть только мы решаем, хочу или не хочу. То есть я точно знаю. Или не знаю, но чувствую. Я пошла в волейбол в 11 лет. Безумно влюбилась в этот вид спорта. Тренеры, к сожалению, не видели меня в волейболе и никак не давали
Никаких надежд мне не давали на то, что у меня что-то может получиться. Я не играла в детских соревнованиях, меня не брали там, в стартовую шестерку. Я все время подавала мячи, вот с 11 до 15 лет. И вот случай, продолжая все это время любить волейбол, просто подавая мячи, смотря на тренирующих девчонок. Если был какой-то момент на площадке самореализации, я выходила и думала, боже, вот он мой шанс. Ничто не могло меня сломать. Хотя плохое к себе отношение, очень много критики, но почему-то не было самокритики. Вот что удивительно. Это случилось чуть позже, если мы говорим про периоды наши жизненные. А потом пришел случай. Формировалась молодежная сборная моего возраста, и тренер, который не видел меня и не видел моих перспектив в спорте, взял с собой на последнюю тренировку сбора молодежной команды. И аргументировал это так. Таня, у тебя есть шанс посмотреть, как девочки твоего возраста умеют играть в волейбол. Я приехала, и тренер Ирина Александровна Беспалова сказала, что стоишь, иди переодевайся. Я переоделась, и что смогла сделать, то сделала. Ну, на максимуме от большой любви. И она сказала, что я беру тебя на следующий сбор. Потом мои родители приехали навестить меня. Это был Монина, Подмосковье. Ника. Да, и она сказала, ваша девочка будет играть в сборной, вы видите в нее большое будущее. У меня мама с папой сидели, смотрели и говорили, сумасшедшая женщина какая-то. И вот таких случаев, такой критики очень много. Это я рассказала с самого начала. В течение карьеры их огромное количество. С моими травмами. Сколько людей мне говорило, что, Татьяна, твое время в спорте закончилось. Ставили крест, писали свое мнение под моим анамнезом и говорили, закончи. Но только я решаю, что я хочу. Только я точно знаю, я могу или не могу. Вот и все. Поэтому людей много. И мы должны точно понимать, не все они искренни в своей радости или в своих переживаниях. То есть у каждого человека есть определенная там, выгода, желание, порыв сказать или не сказать. За что им очень благодарна. Тоже мы что-то слышим, имея на это причину. Поэтому концентрироваться на негативе и идти за этим негативом – это тоже выбор. Или услышать это критическое мнение и сделать для себя какой-то полезный анализ и принять решение. Если у человека есть запрос, то жизнь приложит все усилия для того, чтобы организовать правильные случаи, действия людей вокруг тебя, чтобы твой запрос осуществился. Так работает всегда, так работает моя жизнь. Если я принимаю решение, начинаю чувствовать, действовать в этом направлении, все, жизнь начинает складываться. И это не чудеса, не магия, так работает. Так все работает. Если я сижу на диване и страдаю, и говорю, боже, какая хорошая, жизнь так ко мне несправедлива, но она будет продолжать тебе быть несправедливой, потому что ты на диване не двигаешься, не чувствуешь, не делаешь и сидишь, страдаешь. Ну, жизнь говорит, ну, страдай, это же твой выбор. Только ты начинаешь действовать, приходят люди, ты никогда не будешь один, придут возможности, любые, финансовые, энергетические, любые, какие хочешь. В какой-то момент у человека все равно должен быть, здорового, стремящегося человека, должен быть момент, где он останавливается и принимает для себя решение. Так, я так жить больше не хочу. И начинает действовать в отношении себя, своего здоровья, физического, ментального, эмоционального и так далее. И все начинается не с глобальных шагов, с большого желания, но с маленьких шагов к этому большому желанию, большой цели. Это к вопросу о возвращении, как вернуть себя в рутину. Как вернуть себя в рутину? Конечно, все начинается со слова «хочу» и действий. Но когда начинается действие, мы получаем результат. И этот результат нас питает и мотивирует. И вот самое важное, вот он смак тот, который мы ищем. Я учу сейчас итальянский. Он меня периодически бесит, потому что я же устаю вообще-то на тренировках. Вообще-то я устаю. Я, знаете, сколько раз с этим оправдывала. Но я понимаю, так, я же хочу говорить на итальянском. Значит, я поднимаю себя и начинаю действовать. Я составляю расписание и приняла для себя решение 2 раза в неделю у меня итальянский язык. Хочу я, не хочу. У меня 2 утра свободных в неделю. У меня 6 дней в неделю тренировки и на 6-й день игра.
Один день выходной в понедельник, там у меня нет итальянского. У нас сегодня у меня Мария, в понедельник. Но 2 раза в неделю, потому что я хочу. Какие могут быть оправдания? И когда я получила результат, когда я начинаю понимать, когда начинаю слышать, когда у меня случается прогресс, у меня появляется больше энергии и желания действовать. Все, этот круг начинает наконец-то крутиться в положительную сторону. Ты себя как-то благодаришь, когда вот я молодец? Да. Начала это делать сравнительно недавно. И очень поменялась моя жизнь за последнее время, за последний год точно. Наконец-то я слышу себя и осуществляю свои желания. Благодарю себя, благодарю свое тело. Делаю это и подарками к себе, и, не знаю, там, вкусной едой, и отдыхом, тем, что я люблю, музыкой, концертами, всем чем угодно. Но раньше на это тоже у меня не хватало сил. Я считала, что я очень занятой человек, и у меня даже на это не хватало ресурса. А теперь хватает на все, это дополняет меня, питает и делает более сильной. То, что ты стала так по-другому к себе относиться, и вообще это изменилась ментальность, в которой ты живешь, ты поняла, что можно и по-другому. Как ты к этому пришла? С большим опытом и личностной работой. То, что я играю, имею опыт именно жить в разных странах, это, безусловно, откладывает на себя свой отпечаток. То, что у меня было непростое детство, непростые ситуации, с которыми мне приходилось справляться, критикой, воспитанием, дисциплиной. Там есть очень много хороших факторов, есть очень много трудностей, которые до сих пор откликаются на моем характере. Я никогда не понимала, кто я, наверное, в размерах волейбола. Я никогда не понимала, не давала себе отчет, что я молодец. Я не знала, кто такая Татьяна Кошелева. Когда весь мир ходил и говорил «Татьяна Кошелева», я говорила: Таня, ты недостаточно поработала, ты плохо выложилась на тренировке. Почему ты не забила там 100%, а только 60%? И то есть каждая эта постоянная самокритика, вопросы к себе, недовольство отражалось на моем теле, отражалось на моей жизни. И для того, чтобы начать уважать себя, слышать себя, понимать, кто я есть, мне потребовалось большое-большое количество времени, годы. И только сейчас, мне 34, моя карьера близится к завершению. И повторюсь, если бы я имела эти нынешние ощущения тогда, моя карьера бы сложилась еще успешнее, намного продуктивнее. Но если бы я не прожила все это, тогда бы я не смогла бы сейчас с тобой разговаривать и делиться всем этим. Наверное, так все это большой смысл имеет. Опять же, в стадии формирования человека он себе как каркас бетонирует очень много убеждений, как костыли, с которыми он идет дальше, потому что у него не хватает внутренней какой-то самости. Вот что тебе помогло отличить, где напускное, а где твое истинное? Убрать все ограничения, убрать все установки. Убрать вообще эти костыли, они не нужны. Это как нам говорят: у вас проблемы со стопой, вставьте стельки. И мы вам в эти стельки скорректируют вашу стопу. Да не скорректируют, они уберут просто. Они причину мне не убирают, они убирают следствие. Также любой диагноз. Вам нужно вот здесь порезать, вырезать и убрать. Но невозможно. Вы причину не знаете. Причина всегда другая, она глубже. Вот надо с причиной работать. И установка ужасно. Я считаю, что вообще не должно быть никаких правил. Какие правила могут существовать, если есть душа? Ну, ты же знаешь, что они есть, вот и поэтому этим удобнее управлять, когда ты говоришь, что такое хорошо, что такое управлять. Плохо. Вот самое главное, про что ты сейчас мне говоришь. Управлять. Кем надо управлять? Своей жизнью, контроль над своей жизнью. Зачем надо контроль своей жизни? Ну, это... Я могу быть любой, я могу ошибаться. Почему я должна соответствовать каким-то рамкам и правилам? Мне говорят, вот так хорошо, а вот так плохо. Но для кого хорошо и плохо? Я могу любую тему разобрать в таком ключе и в таком контексте. И буду спорить, потому что для меня, опять же говорю, талант открывается в свободе. Нутро, естество человеческое открывается в свободе. В каких ограничениях? Почему мы решили, что после проигрыша нужно обязательно плакать и расстраиваться? А почему нельзя быть счастливым от того, что пришло осознание: слушай,
Сегодня 20 раз ударив в блок, я понимаю, что завтра я не понял, где моя ошибка. Но я проиграл эту игру, но я понял, где я могу быть лучше. Так я от этого счастлив. Но 99% людей вокруг меня с установками, что же должен быть расстроен, будут меня критиковать в этот момент. Но я счастлив, потому что завтра я буду лучше. Так где работает ваша установка? Где работает человеческое мнение? Почему я не могу быть самим собой? Почему я не могу смеяться, когда я хочу смеяться? А почему я должна слушать и вестись за мнением больших, огромных специалистов, которые говорят: Татьяна, ты больше играть не будешь? Я говорю: хорошо, спасибо большое, я уважаю ваше мнение. Но иду, делаю по-другому. Так восстанавливаться, как ты восстанавливаешься, нельзя. Это приведет к тебе еще одну травму. Хорошо, спасибо. То есть мнение, оно всего лишь мнение. Вы должны его слышать. И очень много от людей мы берем для себя и даем окружающим. Мы для чего-то же сегодня с тобой общаемся, для чего-то я все это рассказываю. Узнаем. И у кого-то это тоже, наверное, как-то откликнется. Но это я мой точно опыт. выйду после этого интервью богаче, потому что я услышала про жизненные важные ценности от человека, который прошел очень весомый путь. Спасибо большое. Я буду рада, если... Но это поможет или кто-то услышит, или вдохновится, но это не 100%. Кто-то посмотрит и скажет: чушь. Вот меня воспитывали в правильных устоях, а вот такими установками нужно жить. И это приводит к успеху. Да нет 100% плана на успех. Нет 100% протокола здоровья или правильного питания. Ну, для каждого на свое. Ну, невозможно быть всем веганом или придерживаться там кето-диеты. Или прочти всю классику русскую, ты станешь умным, начитанным, эрудированным. Да нет, конечно. Ну нет, конечно. Отличники с красными дипломами не могут связать двух слов. И не могут реализовать себя из-за установок, потому что они в рамках, потому что им трудно, потому что им тяжело дышать. Они не знают, кто они. Они привыкли жить в системе. А вот кто они настоящие? И что внутри них настоящее, они не знают. Вот что самое главное. Искусство нежно отпускать. Угу. У тебя были случаи, когда вот против системы нужно Всегда. было идти? Мне кажется, вообще всегда. То есть такой как лайфстайл, то идти против системы? Нет, ни в коем случае. Я считаю, что все изменения должны проходить без революций. Олимпиада. Я только хотела сказать, мы сейчас про Олимпийские игры должны поговорить, да? Олимпиада. И в какой-то момент ты принимаешь решение, что нет, я туда не пойду. Для кого-то это слабость, потому что испугалась, потерялась. Для кого-то это проявление силы, потому что он услышал себя. Как это было в твоем случае? В моем случае это было очень откровенно в отношении самой себя. 2019 год, 18-19 год, я получаю травму первую свою серьезную. У меня было много травм, но разрыв крестообразной связки. И думаю, так, у меня есть неполные 2 года для того, чтобы привести себя в форму, потому что я хочу быть на Олимпиаде в Токио. Это большая моя цель, мое вдохновение. Олимпийские игры, мои 3-й Олимпийские игры. Когда случается коронавирус, переносятся сроки, думаю, отлично, у меня есть еще больше времени для того, чтобы подготовиться. И когда я наконец-таки приезжаю в расположение сборной, я приезжаю раньше, чем все основные игроки, я приезжаю раньше на 2,5 недели для того, чтобы еще лучше подготовиться. И когда я нахожусь в месте, которое я люблю абсолютной, безусловной любовью, сборная — это потрясающее, мое лучшее время. Это не передать никакими словами, когда ты играешь за свою страну, когда ты презентуешь свою страну, когда ты лицо своей страны, когда ты слушаешь гимн, когда ты надеваешь медаль и понимаешь, что за тобой вся твоя страна. Это потрясающее чувство, это не передать. И когда это случается, ты перед одним шагом в достижении своей мечты, но понимаешь, что это место больше не твое, что вы не сходитесь энергетически, что цели ваши очень разнятся,
очень трудно быть в ресурсе на 100%. Я поехала на волейбольную лигу наций, провела там, получается, весь турнир, прочувствовала этот турнир и поняла, что это больше не мое место, что я не могу здесь быть на 100%. И прежде всего, кого я не хочу обманывать? Себя. И занимать чье-то место. Для кого-то это будет тем стимулом, тем вдохновением, которое было для меня все это время Олимпийские игры. Кто-то мечтает и бредит, а я не мечтаю и не брежу, потому что я не получаю то, что хотела бы получить. И я честно в этом призналась. Закончились соревнования волейбольной лиги наций. У нас было общее собрание, я попросила потом время у тренеров. И поговорила с тренерами, сказала, что я благодарю вас, благодарю за время, которое было у меня. Но сегодня я прощаюсь со сборной. Это было очень нелегко. Самые, наверное, сложные слова в отношении спорта, когда ты прощаешься со своим любимым местом. На что они мне сказали: Таня, подожди, может, ты устала, может, ты беременна, может, ты что-то... Я говорю: нет, я не беременна, я не устала, я просто говорю вам сегодня до свидания. Я не буду вдаваться в личностные подробности. Единственное, скажу, не было никаких конфликтов. Просто я понимала, что я на 100% быть там не могу. Я не испугалась. Я могла стоять на замене. И я еще раз говорю, что я знаю, кто такая Татьяна Кошелева и сколько я могу дать. Стоя на замене, своей энергией, своим желанием, своей любовью, поддержкой и верой, сколько даже не касаясь мяча, я могу дать. Поэтому для меня было, честно признаться, важнее, чем занимать чье-то место. И подарить этот шанс и мечту для кого-то другого. Когда ты говорила, я не получаю то, что я хочу получать, ты имеешь в виду именно внутренний отклик. Вот как ты себя видела, как ты себя ощущала? Я чтобы хотела мы нас ехать, правильно поняли. Я хотела ехать на Олимпийские игры и побеждать. И для меня это не просто соревнование, получить форму олимпийскую с олимпийскими кольцами. Я более того, у меня были рекламные контракты, от которых я осознанно отказалась. Большие рекламные контракты. Даже за тот же YouTube я могла получить большие деньги, просто отправлять 5-минутные ролики. И это если мы не касаемся спорта, если мы касаемся уже каких-то выгод личностных. Мне было не важно ничего, потому что я поняла, что на 100% я там быть не могу. Я не могу дать то, с чем команда может выиграть. И это будет нечестно. Мне абсолютно не важно, на какой позиции я там была бы. Команда — это единый организм. Единое такое существо, которое вместе оно несет. И если один человек, компонент, мысль, все что угодно, энергия вносит не на 100%, я в это очень верю, не на 100% не будет результата. И зачем тогда все это? Зачем это все такое большое? Это было очень просто. Я, кстати, сначала переживала, как люди отнесутся. Я думала, наверное, меня воспримут и как предателя, и как, не знаю, по-разному, с разных сторон. Потом я задала себе главный вопрос, кстати, тоже, который очень важный. Если моя команда без меня завоюет медали, потому что у меня есть практически все медали в моей карьере, которые может выиграть спортсмен, я мечтала об олимпийской медали. А если моя команда без меня завоевывает эту медаль, как я буду себя чувствовать? И я сказала себе, значит, без меня все сложилось так, как нужно для них. Потому что со мной я не вижу результата. Волейбол. Я могу говорить, во-первых, только про себя. Раскрыл меня в лидерских качествах и пониманиях этого процесса. Мне очень нравится брать ответственность. Особенно, когда критический момент. Я прям всегда говорю, пожалуйста, я готова, дай мне мяч. Я забью. То есть для меня это такой выход из зоны комфорта, адреналин, обожаю. Коммуникация, то есть чувствование своего партнера. Волейбол в этом бесподобен. Я точно не игрок в теннис, я игрок командный и обожаю, когда ты можешь словом поменять ситуацию, когда ты человека перестраиваешь на новую волну, даешь ему эмоцию, когда складывается комбинация, вот эта вот коммуникация, взаимодействие, чуйка друг друга потрясающая.
техническая оснащенность. То есть ты не просто играешь, а ты действуешь каждый момент, в каждую секунду ты принимаешь решение. Но это тоже, наверное, про ответственность. То есть ты принимаешь решение и несешь за него ответственность. Обожаю. И растешь в этом. Я сожалею, что в моем детстве, к сожалению, у меня не было тренеров, которые бы занимались мной. Я все время оглядываюсь назад, думаю, ну почему? Я была бы более оснащена технически, то, что я восполняю на протяжении всей своей карьеры, обращаясь к тренерам с помощью помочь и развить меня. Марине Николаевне Калиничевой я большой привет передаю и говорю, что даже там, после 25 можно научиться бить в диагональ. Так что, Маринка, спасибо вам огромное. Для меня это было важно. Что еще дает мне волейбол? Да, волейбол дает мне весь мир. Неважно, где ты играешь в волейбол, потому что и неважно, на каком языке ты разговариваешь. Волейбольный язык понимают все. Главное сделать этот шаг, узнать новую ментальность, новых людей, новые знакомства, попробовать, почувствовать, увидеть, насладиться. Это все про волейбол. Все задают мне вопрос. Сейчас я немножко на другое отвечу, потому что все постоянно говорят, она меняет постоянно команды. Ее никто не хочет, вечно от нее избавляются. Ну, естественно, ребят, только так и может быть. По-другому никак. Я уезжаю и оставляю свои любимейшие команды, потрясающие отношения, только для того, чтобы развиться. Пробуя новое, ощущая новое, изучая новое. Ну, вот об этом жизнь, об этом, наверное, наше наполнение. Спорт, волейбол и эмоции. Угу. Есть распространенный миф, что положительные эмоции вредят твоей концентрации. У меня так было, и мне так говорили, но я ничего не могу с этим поделать. Ну, будет сложнее, наверное, ломать себя, сдерживать себя, нежели быть собой и просто проживать игру, этот процесс. Но ты такую закономерность в себе замечала? Я замечала, что иногда, когда ты слишком выплескиваешь, то есть ты не можешь все время быть в слишком, то есть когда ты все время в гипере, ты в какой-то момент опустошаешься. Вот этот гипер, когда ты очень настраивался перед игрой, когда тебя прям перло, ты выходишь, выплескиваешь, в какой-то момент ты можешь остаться с пустотой. Откуда-то надо брать энергию. Поэтому говорят, где-то себя нужно сдерживать, не выплескивая эмоции, больше концентрации. Я с этим соглашусь. Мы на стресс реагируем по-разному. Кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то кричит, кто-то замыкается. А игра, как бы там ни было, это все равно определенный стресс. Мы выходим побеждать или проигрывать. Это все равно ты в предвкушении. Как бы ты к этому ни относился, я не люблю называть это определенным каким-то экзаменом, но это твой момент, где ты себя реализуешь, ты показываешь результат. И, конечно, у тебя определенные эмоции накапливаются, но их нужно... Это все опыт, как-то балансированно выплескивать. Это все, опять же, все опыт. На тренировках можешь быть доволен собой, недоволен, выходить, корректировать, анализировать. Это время для этого. Для чего мы тренируемся? Для того, чтобы совершенствоваться. На игре время играть, танцевать, кайфовать. Ты выходишь, ты в потоке, ты в таком, в чувстве, невозможно описать словами. Ты это тоже только должен прочувствовать. Ты когда танцуешь и слышишь ритм музыки, ты чувствуешь, как ты контролируешь свое тело? Ты когда, знаешь, ты зажат. Нет, ты выходишь, ты танцуешь, если ты искренне от сердца танцуешь. Волейбол также, ты играешь искренне от сердца. И более того, твое тело знает, как действовать в каждый момент. Надо этому просто довериться. Я каждый раз себе перед игрой говорю, здесь волшебное место, где мы сейчас снимаем. Я перед каждой игрой выхожу, смотрю вот направо, в окно. И перед тем, как выйти, говорю себе, мое тело знает, как действовать в каждый момент игры. Я полностью себе доверяю. Там, волейбол для меня играть безопасно, это касается моих травм. Я что-то для себя проговариваю. Я говорю о том, что я доверяю себе, доверяю своему телу, доверяю своей команде. Где я, там победа. Где я, там успех. Ну, какие-то такие слова для себя важные я проговариваю. Заряжаюсь этим, вхожу в это. По дороге к залу я продолжаю быть в этом состоянии, накручиваюсь я постепенно и уже выхожу в зал. Это определенная медитация, либо это новые установки?
Вот этот классный ты меня вопрос, ты меня сейчас, получается, подловил. Это про состояние, которое мне нравится, и в котором я бы хотела находиться. То есть это то, что заряжает, дает мне ресурс. И я знаю, как к нему вернуться. Потому что установки и ответственность могут засосать меня, понимаешь, в эту рутину. Я могу себе представить другую картину. Я могу представить, что весь зал смотрит на меня. Они все ожидают, президент, все сотрудники, болельщики, моя команда. Все ждут, чтобы я забила там определенное количество мячей, чтобы я показала лучше свою игру. То есть я могу быть в этом. Представляешь, сколько прессинга мы сами можем для себя создать. А я от этого осознанно ухожу. Я осознанно говорю, что я пришла реализовывать там свой талант. Сегодня мой день, сегодня моя игра. Сегодня... И неважно, как я себя чувствую, я могу проснуться, я могу быть уставшей, я могу там, я не знаю, предчувствовать что-то неладное. Я себя знаю, как настроить. И я доверюсь, и я буду с уважением относиться к результату. Проиграем мы или выиграем, я буду с уважением к этому относиться. Значит, так должно быть. Характер – это данность, либо это что-то, что формируется в процессе? И, во-первых, человек рождается с характером, это 100%, и формируется. Большие характеры, большие таланты ломаются этими же установками, прессингом, ожиданиями, всем чем угодно. Ломаются невероятные характеры. Это вот процесс самоизучения. Внутренняя сила, понимаешь, я от нее отталкиваюсь и знаю, что она у меня есть. Я только единственный вопрос тебе задам. Я сегодня на 100% выложилась или нет? У меня были моменты, где я чувствовала, что я боюсь, что я сомневаюсь. Если да, то в этот момент я отработаю. Я буду в этом расти. Чтобы смело ударить по мячу, смело сделать ошибку. Я ошибусь смело на 100%, сделаю эту ошибку, и буду спать хорошо, потому что я знаю, что я сделала на максимум. Или я сдрейфовала, знаешь, где-то в полсилы, на катик, скидочку, чтобы вот, лишь бы не ошибиться, лишь бы меня потом не наругали. Ну, так нет. Вот тогда я себя съем и буду ругать. А если я проиграла на 100% выложусь, ну, какие могут быть вопросы? Это игра. Окей, завтра у меня новый день, тренировка, а на следующую игру мы посмотрим, кто победит. Раньше часто слышали, что нет предела совершенству. Нет. Ну нет. Ты чувствуешь, это твой путь или не твой? А для меня это возможно или нет? Люди после крестообразной связки заканчивают играть в волейбол. В 34 подавно, у меня их 2. И я не могу сказать, в какой из годов я была в лучшей форме сейчас или в каких-то из прошлых. Потому что я сейчас себя великолепно чувствую. Еще даже года не прошло. А мне говорят, невозможно. Возможно. Все возможно, если ты веришь, чувствуешь, делаешь. Делаешь, это очень важно. Где та грань между самоотдачей, верой в мечту и самоуничтожением? Очень хороший вопрос. Где та грань? В чувствовании. Ну, ты для себя понимаешь, я могу или нет. Первое, если ты спросишь, моя первая мысль после травмы, я тебе скажу. Я пришла в раздевалку, мне принесли. Я сказала, наверное, мой волейбол закончился. Вот еще даже после года. Первой еще, или вот последней? Вот последняя, крестообразная. Это еще даже года не прошло. Я сказала, наверное, мой волейбол закончился. Мне на тот момент 33 года. Я села и думаю, да, я так, конечно, не мечтала. Если мы говорим про мечту. Но в тот же момент, это нужно прожить. Любую ситуацию ты должен прожить. Тебе говорят, будь сильной. Так нельзя. Ты почему расстроился? Да расстраивайтесь. Ты только не плачь. Да, вот это очень важно, только не плачь. Да мне легче станет, дайте мне поплакать. Ты должен прожить, как ты умеешь, так, как ты хочешь. У кого-то это день, у кого-то это неделя. Ну, конечно, там не полгода, не месяцами так жить. Тебя просто засосет в это состояние. И будет совсем-совсем непросто. И через несколько дней, наверное, через пару дней, я сказала, Татьяна, теперь у тебя важный момент, когда ты принимаешь решение. Операцию делать все равно нужно, в любом случае. Она не срастется, связка, как бы ты ни хотел, да, ее нужно заново туда пришить. Что ты чувствуешь?
И я поняла, что я хочу и что я могу. Но вокруг меня потрясающие люди. Потрясающий. Мой клуб Мегабокс — это подарок мой свыше. Они меня окружили такой любовью и заботой. Все, причем начиная от президента клуба, его жены, тренерского штаба, болельщиков со всего мира. Я поняла, я что-то не могу. Я вообще все могу. И нет предела совершенства. Это будет, знаешь, наверное, заглавная строчка этого интервью. Нет предела совершенства, 100%. Момент для тех, кто сейчас стоит как раз перед выбором. Рано или поздно наступает уже такая закатная история у каждого. Конечно. Вот как им быть? Они не хотят предавать мечту, но есть объективно какой-то возраст, усталость, то есть ресурс твой внутренний, который не работает на 100%. Угу. Точнее, он работает на 100%, но выхлоп у него уже только на 80%. Как здесь безболезненно, и насколько это возможно, потому что любое изменение — это боль, им пройти этот путь и обрести веру, что дальше тоже есть солнце за горами? Это вопрос очень актуальный сейчас именно ко мне. Я его многократно себе задавала последние годы. Первое. Я как спортсмен, если я не на 100%, если я не на топ-уровне, я в волейбол точно не буду играть. Для меня это очень важно. Я получаю удовольствие, когда я результативна. То есть я знаю, сколько я могу забить, сколько я могу дать. И если мои физические кондиции не позволяют, я закончу. Это что касается отношений меня. Если бы эта травма не позволила бы мне быть на 100%, я бы не играла в волейбол. Я бы честно призналась, как перед Олимпиадой. Я пришла бы и сказала, я так чувствую, я дать на 100% не могу. Я бы не держалась ни за свой контракт, ни за что. Потому что мое внутреннее намного важнее, чем любые факторы, которые меня окружают. Плюс мы говорим про волейбол, и он, конечно же, занимает большую часть моей жизни. Но это не вся моя жизнь. И не вся жизнь человека. Мы можем это дальше трансформировать в свою профессию. Говорить о волейболе, что-то создавать вокруг волейбола, быть тренером. Как-то себя реализовывать дальше в этой сфере, если вам это интересно. Но волейбол для того, кто заканчивает карьеру, не должно быть пределом. Это только отправная точка. И дай бог, если вы реализовали себя в этой профессии как спортсмен там, высокого уровня, у вас наверняка есть какой-то фундамент и финансового плана, и временного, где вы можете позволить себе реализоваться в чем-то другом, посвятить себя учебе. Но лучше это делать в параллели. Тогда у вас должно быть больше хобби. Я все время говорю, развивайтесь, слушайте, смотрите, узнавайте что-то новое, чтобы у вас не было ограничений. Потому что когда мы говорим про, когда что-то заканчивается, конечно, я представляю, как я буду заканчивать. Я буду плакать 100%. Я тебе сразу говорю, что я... Плачь. Да, я пойму, что большой период в моей жизни, красивый, мощный, невероятный закончится. Начнется что-то новое. И я это новое формирую уже сейчас, чтобы не было депрессии. Я прекрасно понимаю, я даю себе отчет, что когда-то, совсем скоро в моем случае, это закончится. Поэтому готовьте себя, формируйте свое будущее, развивайтесь, изучайте, что-то чувствуете. И неважно, вы сегодня спортсмен, а завтра вы архитектор. И это возможно. Все говорят, ну как же, вот там после 35-6, это же нужно опять учиться. Ну, конечно, ну классно же. И как-то себя презентовать, открыть новые профессии. Потрясающе. То есть для меня это, наоборот, новый вызов. Я точно чувствую. Думаете, мне не страшно? Или там каких-то сомнений нет? Ну, конечно, есть. Я тоже думаю, я привыкла к определенному образу жизни. Я привыкла к определенному расписанию. Вся моя жизнь поменяется. И в тот же момент я себе говорю, ну классно же. Так я еще не жила. В таком ритме новом я себя еще не ощущала. Ну, здорово попробовать. И посмотрим, что из этого выйдет. Если сейчас вот там вернуться там, на 10 лет тому назад, на 15, и все тем, которые сейчас только вот будут выходить, заканчивать спортшколу, выходить либо в большой спорт, либо никуда не пойдут, но останутся в волейболе для того, чтобы чувствовать, вот не чувствовать вот это вот «ты недостаточно хороша». Что им сейчас нужно? На что обратить внимание?
На себя. Найти время для себя. Убрать телефоны. Потому что часто мы ютубом... Машу, смотрите обязательно. И Таня тоже? Я имею в виду такими социальными сетями, сериалами, чем-то пустым, ненужным, новостями заполняем свое время, бежим от себя. Наверное, нужно в первую очередь найти время для себя. Это самая интересная книга и путешествие, которое мы можем прочесть, открыть, услышать. Это мы лично сами. И начать изучать. Нет ни одного человека, ни одного мнения в жизни правдивого, нежели наше, в отношении нас самих. Мы можем врать кому угодно, но не самой себе. Талант открывается в свободе. И вот когда я принимаю себя, когда я чувствую себя, позволяю себе быть любой и другим быть любыми, вот тогда открывается новый мир. Когда мы благодарим свое тело, не требуем, не спрашиваем, почему я недостаточно красива, почему я недостаточно умна, я не знаю, совершенно. Нам могут говорить папа, мама, учителя с детского сада, акушерка при рождении настает и говорит: слушайте, ваш ребенок недостаточно хорош. И в нас это уже впитывается. Вот от этого нужно избавляться. Вот от этого нужно уходить. Уходить от стереотипов, от мнений. И слышать, открывать себя, любить себя, благодарить себя, чувствовать. За каждый свой шаг и действие. Благодарить и стремиться идти вперед. В свободе открывается талант. Будьте свободными. Учитесь и ищите эту свободу. И вот тогда никакое мнение не повлияет и не обломает ваши крылья. Тогда никакая ошибка не будет останавливать вас. Она будет вести вас вперед, потому что ошибка... Мария, что это? Двигатель прогресса. Да, потому что это двигатель прогресса. Без ошибки я не знаю, что такое счастье. Без ошибки я не узнаю, что такое победа. Я не знаю, что такое успех. Я благодарна в ошибке. Вот, наверное, то, что я хочу пожелать.